Утро 19 мая 2023 года. Холодно, 12 градусов на улице. Хотя и солнечно, погодка интересная. Комаров много, что удивительно. Есть ветер небольшой, но такой какой-то пронизывающий, холодный. Ну вот дрова остались. Все не сжег. Вот вчера горел костер, горел. Ну вот стабильно 2 бревна сгорело. Вот это вот одно и вот это частично. Ну а это от предыдущего раза. Слава богу, солнце есть. Буду заряжать все свои причиндалы. Вчера поел очень вкусного супа, щи с капустой. Вроде боялся, что случится расстройство, как тогда было в прошлый раз, от капусты от этой. Но все обошлось. Никакого расстройства не случилось. Спал хорошо. Даже никуда не вставал ночью. В туалет, в смысле. Ландыши. Вот тут 2 популяции. Вот эти поменьше, вот эти побольше. Скоро уже зацветут. Холодно, прям аж руки мерзнут. Ох, здорово. Хорошо, хоть солнце вышло. Смогу все зарядить. А то без электричества-то сидеть не весело. Вот спальник. Видно, что комары прям на него садятся. Полно их. Вот. Улетают, боятся. А тут компот висит, чтобы муравьи не заползли. Они очень падки до компота, до сладкого всего такого. Вот спальник. Вон он, комар. Ну, видимо, на запах. Они ж идут на запах. Так что спальник тоже пропитался уже всякими ароматами. А вот там такие облака интересные идут. Денек хороший. Да я пытался тут делать защиту от дождя, типа такого стационарного зонтика из пакета. Трубу еще не смотрел, радио еще не слушал. Зато вчера, ой, как хорошо принималось радио на длинных волнах. Польское. Там концерты все время в ночное время передают. Песни различные. Вот я залез в спальник, такой там закутался, включил в палатке радио. Для длинных волн антенна не нужна. Они на магнитную ловятся, поэтому не надо натягивать проволоку, ничего такого. Вот. И прям с такой четкостью звук прям офигительный. Слушал песни польские различные. Но ветер, конечно, нормальный. Я думал Верш съездить проверить, а тут такой ветер, что никакую Вершу пока проверять не получится съездить. Вчера 2 рыбы туда попались. Маленькие такие совсем. Я вытащил их и отпустил в воду. Да уж зачем мне лишнее. Вот черника тут растет. Уже ягодки, кстати, есть. Есть ягодки. Вот они. Или там какие-то эти образования, бутоны там, все это. Тут и малина будет, тут будет и ежевика. Тут много чего будет.
Вот тоже. Ну вот как они там вот выглядят. Так вот образуется черника. Красные такие сначала. А потом они уже приобретают соответствующий цвет. Ну и лес. Такой величественный лес сосновый. Торжественный лес. Не то что еловый, темный, такой мрачный. Сосновый лес это... Он светлый. Хороший такой лес. Ну и вот с возвышенности как все это выглядит. Ну, елки тут тоже встречаются. Вот елка. Всякие тут есть растения. Но в основном сосны. Березы очень мало. Там вот где-то кое-где. О, лодка-то раздулась. Вот ее надо... Ну, хотя не так, чтобы она... Может, чуть-чуть подспустить, чтобы она не перегрелась. Вот это очень грамотный, кстати, клапан с бутылочной затычкой. А, тут нормально. Не перегреется. Всегда пристегиваю ее. Вот к такому дереву не слабому пристегиваю. То мало ли ветер, как дует, то несет куда-нибудь. То выщи свищи. Палатка, все хорошо в ней. Надо, видимо, застегнуть будет, чтобы ветром ее не колбасило. Видно, что ветерок такой задувает. Дождевик тут висит. Вообще вот, буду сейчас завтракать. Костерок разведу. На ветру это отдельная задача. Костер развести на таком. Во как задувает. Комары, вон, облепили весь спальник. Такие думают, сейчас поживиться. Нет. Оттуда вам, ох, ничего не перепадет. Во как его. Ветер — это серьезное дело. Как бы что ни попадло, деревья какие. Ну ладно, буду заниматься утренними всякими заботами. Костер разводить. Разжигать тут все. Заряжать оборудование. Еду готовить. И наслаждаться жизнью, оставшимися деньками. Эх. Быстро время идет. Ну вот, долго ли умеючи? Недолго. Уже горит костер. Главное, береста и сухие веточки. И даже на сильном ветру можно разжечь. Но, конечно, надо учитывать обстоятельства. Хорошо, сейчас сухо, дождя нет. Вот сейчас разгорится, угли будут. И буду, наверное, яйца буду варить. О, какой хороший огонек. Костерок. Уже бревно там занимается. О, слышен звук самолета. Может, даже удастся увидеть его. И он там. Небо-то ясное, безоблачное. Приятно вот так вот посмотреть вверх. Всегда это здорово. Самолет не видать, солнце он там есть. Где-то он удаляется куда-то. А облака все приближаются и приближаются. Как бы не было какого урагана или какой еще подставы.
О, какие. Что это значит? В какой погоде? Озеро неспокойное, волны там, вон видно. Я вот по такому плыл, это на самом деле страшно. Казалось бы, ну, какая-то там рябь какая-то. На самом деле, когда находишься там среди этих волн, ощущения совсем другие. Не настолько приятные. Трубу еще пока не смотрел, радио еще не слушал. Сейчас этим делом займусь. Ну, и яйца буду варить. Не знаю, пожарить думал, ну, потом думаю, ладно, отварю. Давненько что-то вареное не ел. Вот что такое хороший костер. Это настоящее наслаждение. Туда уже можно их палки эти закладывать параллельно, чтобы они шли. Вот так. И сюда сверху кастрюлю поставлю. Заодно яйца сварятся, да и кастрюля сама очистится от супа. Вот так вот. Оптимизация процессов. Последняя пачка яиц начинает расходоваться. Вот это была предпоследняя. Ну ничего. Воду набрал прямо из озера. Не стал родниковую заливать, потому что все равно яйца варить, какая разница. В принципе, никакой разницы. Потом этой водой помою миску кипятком. О, какой огонь. Самолет все кружится там. Надеюсь, бомбить-то не станет он меня. А то ведь кто его знает. Облака вот эти меня смущают. Что это означает? Может, какой катаклизм природный? Не знаю. Вот. А с чем яйца есть? Не, конечно, можно картошку попробовать пожарить. Огонь-то, конечно, сильный. С жареной картошкой. Чтобы посытней так было. Пообильней. Сейчас вот это вот все дело прогорит. Будут угли. Вот здесь я придвинул второе бревно, а между ними камень. То есть оно не загорится. Оно просто выполняет роль подставки под палку вот эту вот, которая держит кастрюлю. Котелок, собственно. Вот такая вот функция. Ну, яйца я варю, как правило, 6,5 минут. Так, чтобы желток еще был немножко жидкий. А, еще ж чайник мне надо ставить. Чайник тоже надо ставить. Про чайник-то я и позабыл. Вчера немного обгорела ручка. Вон, огонь попал. Силиконовая это.
Сейчас найдем место, куда его пристроить. Может, вот так. Эх, обгорит, ничего страшного. Печь я тут не использую, потому что дров очень много, нет смысла. А там вон есть стационарная печь, она не один раз суп варил. Ну, если захочу, например, капусту тушить, то тоже на той печке потушу. Дров тут, ну, просто некуда девать. Так что с дровами проблем нет. Конечно, вот такие вот, скажем, раскалывать, батонить. Но я посмотрю, как их кто будет батонить. Зачем? Ветки есть, можно наломать. Все это, в общем-то, от лукавого. Пила. Пила, пила и еще раз пила. Ну, мачете, чтобы ветки рубить, гораздо лучше, чем топором. То есть для себя, вот он кружится, этот самолет. Для себя я понял набор: пила лучковая, пила силки и мачете. Вот это для моего стиля, как бы, общения с дровами, комбинация оптимальная. Вроде теплее становится уже. 14,5 градусов на улице. Вот сейчас заварю чаек себе, яйца сварю. Ой, хорошо будет. Радио играет, солнце яркое заряжается электричеством, все. В общем, не жизнь, а сказка. Вон, радио перестало работать. Наверное, мне пора закончить дозволенные речи. Неспокойно озеро сегодня, ветер сильный. Во как происходит. Постирал я вкладыш от спальника, потому что все-таки надо в чистоте быть, чтобы не было затхлости. 12 дней спал, можно сказать, в нем. Все-таки накопилась затхлость-то. Носки постирал очередные. Все надо стирать. Нельзя допускать, чтобы завоняло чего-то, загрязнилось. Свиньей нельзя быть. Можно, конечно, но мне это не нравится. Подвесил вот так бутылку. Правда, не совсем полную, надо еще сходить набрать. А тут такой ветер произошел, что вот этот вкладыш так раскачался, что за антенну как дернет. И радио упало, немножко отцарапался экранчик. Вот здесь вот. Очень жалко. Ну ладно, ничего не поделаешь. На потребительские свойства это радио не сказывается, только, ну, на внешний вид незначительно. Вот еще принес пеньков туда, таких здоровенных, гнилых. То ли осина это, то ли я не знаю что, но это не сосна. Лиственная порода, в общем. Вот они там горят. И экологическую акцию совершил. Собрал тут всякий мусор, бутылки, баллоны. И все в костер положил. Вон они там плавятся как. Вон. Видно. Расплавляются бутылки. Некоторые могут подумать, что это еще хуже, как, потому что они бьются, раскалываются, вот куски стекла. Но нет. На самом деле, когда стекло окажется в костре, оно там сплавляется, и в конечном итоге получаются вот такие вот сплавленные, не заостренные кусочки. Ну, вот здесь я сложил все там, что было. Но это кто-то до меня еще сложил. Я вот гвоздей, шурупов сюда наложил из костра. Чего тут только нет. Самые разные предметы. Вон люверс какой-то. Пряжка такая вот есть. Что-то сжигали, рюкзак, может, сожгли. Кто его знает.
Вот, и там вот это все горит, в костре плавится. Ну, а потом стекло, когда нагревается долго, оно начинает кристаллизоваться, кристаллизуется, а потом рассыпается, как песок. В общем, это экологическое действие. Холодновато сегодня. Пришлось комбинезон одеть. Температура нынче 13 градусов. Вот такая вот история. 13 градусов. Ну, какие еще задачи? Компот-то у меня сварен. Компот сварен. Завтракать я завтракал. Предметы кое-какие постирал. Пеньки принес. Одно бревно есть, хворост есть. Ну что, хвороста-то, в общем-то, не очень много. Может, сходить еще нарубить там. Вот компот висит, от муравьев защищается таким образом. Потому что вот он висит там и вплотную дерево даже не касается. Вот так вот. Чтоб муравьи не могли забраться. Потому что это сладкая жидкость. А муравьи такие жидкости очень любят. Неприятно потом, когда там барахтаются муравьи. Ну вот, капусты немного осталось. Но еще у меня один качан есть. Явно все не съем. Вон миска замочена. Потом, перед тем, как есть, я ее сполосну кипятком. Чай заварил. Ну, в общем, тут живу нормально. Смотрел в трубу на близлежащие объекты. До чего красивое все-таки изображение у этой трубы. Вот что значит Nikon. Все-таки Nikon, он славится качеством своих объективов. Что именно они такие очень красивые, дают рисунок такой, изображение красивое. Вот, Nikon. Хотелось бы, конечно, трубу более высокого класса. Что у этой трубы есть один минус, она не ED. Она из обычного стекла, как бы. Поэтому в некоторых случаях иногда на краях объектов каких-то бывают цветные такие вот. Ну, хроматическая аберрация называется. Хроматизм. Ну, в принципе, это не важно и не так уж существенно, но, конечно, хотелось бы ED и диаметр побольше. Но, с другой стороны, это будет очень тяжелое все и очень-очень дорогое. Не потянуть мне, простому человеку, такие вещи. Эх, к сожалению. Тоже вот думал, учился много лет, работаю. А что, максимум на гречку да картошку могу заработать, позволить себе. Отдых такой. Вот не Маврикий, не Сейшелы, а вот остров Хачин на Селигере. Ну и тому рад, и тому, слава богу, что могу так, а другие того не могут. Всякое бывает в жизни. Вот еще тут бревно я обнаружил. Бревно. Оно такое замаскированное, в землю вросло типа. Вот оно. Но я его попробовал, оно довольно-таки пригодное и здоровое причем. Здесь вот оно в черничнике в этом заросло. Можете его раскурочу. Посмотрим. Люблю я такие гнилые бревна, сжигать они долго горят, дымят. Как раз то, что надо. И еще одно бревно я тут приметил. Вот я буду его с помощью пилы-силки пилить. Наверное. Скорее всего, силки. Вот оно лежит. Вот оно. Я его уже на пень положил. Вот я у него вот эту боковую часть отрежу, чтобы тащить его было удобней. И затяну сюда вот наверх. Это тоже какая-то то ли ольха, то ли вот такого рода вонючее дерево. Горит, когда вонь жуткая. Но комаров хорошо отгоняет. Вон, что там видно. Ничего там не видно. А так, если посмотришь, там типа отдаление. Вон пыльца налипла на объектив. Ландыши, всех ветром пригнуло.
Вот они. Палатка стоит как вкопанная. Вот что такое пирамидальная палатка. Ветрила, ветки падают, шишки, а ей хоть бы что. Вот так вот. Стоит, не шелохнется. Потому что на растяжках растянуто. Хорошо тут. Месяц бы жил, 2 месяца жил, не знаю, все лето. Но такой возможности, к сожалению, нету. К большому сожалению, ее нет. А когда будет, может, не будет другой возможности физической. Буду старым дедом, немощным, который уже сюда вряд ли доберется. И уж точно не сможет пилить, там рубить и другое все делать. Вот такая вот жизненная несправедливость. Ну ладно, что есть, надо радоваться тому, что есть. Не желать чего-то несбыточного, а радоваться тому, что есть. Потому что дальше может быть хуже. И о том, что сейчас казалось, ну так, мол, типа, вот бы лучше, будем вспоминать, что это было просто великолепно. И такое, скорее всего, оно и нас и ждет. О, какой ветер, как шарашит. На воду сейчас выходить вообще, ну, без вариантов. О, как. Ну, на небе есть просветы, кстати. Использовал перчатки кевларовые, чтобы пни вот эти таскать. Очень удобная вещь. Вот, кстати, кевларовые перчатки, пила, такая-сякая, мачете. И лесорубное дело намного облегчается. Сейчас буду думать, что мне на обед поесть. Пока что-то в голову не приходит никаких мыслей. Вот там вот верша стоит. В ней очень возможно какая-нибудь рыба есть. Но я боюсь туда выплывать, поскольку ветер очень сильный. Можно, конечно, рискнуть, попробовать там прорваться. Но я лучше пока воздержусь. Потому что только я выплыву, как порыв налетит, меня там перевернет в этих камышах. И никакой рыбы потом уже не захочется после этого. Вон 2 острова видны. Вот один, а вот другой. Далековато до них, 2 километра. Я бы, конечно, сплавал бы, может быть, но явно не в такую погоду. Там на них вроде что-то есть. Я смотрел в трубу, какие-то там конструкции. Но это в другой раз, эти острова. Не сейчас. Пока тут быт и отдых, и наслаждение. Вот стихия, что натворила. Как ломаются деревья. Не дай бог попасть под такое. Тут сосна, конечно, необычная. Такая вот сосна, скажем. Да я пошел в лес прогуляться немного. Думал сморчки посмотреть. Вдруг есть где. То есть я находил. Ну, комаров, конечно, очень много. Вот так вот тут. Лес глухой. Главное, что ломаются они довольно высоко. На большой высоте эти сосны. И вот так вот и лежат потом одна на другой, переломано все. Как будто здесь смерч какой-то был, вихрь. Все сломано. Вот тоже сосна. Все попадало. Что бы это значило? Такие многоствольные сосны. Аномальная зона, как-никак.
Преодолел я ужас перед ветром и волнами. Сплавал, проверил свою снасть. Вершу. И что же? Вместо одного нормального леща попалось 3 не очень крупных. Но я их тоже приготовлю. Подлещики, наверное, это называется. Ну, что ж, по сути, это как один большой лещ. Ну, не большой, скажем, а такой средненький лещ. Но все равно. Да и ветер уже немного успокоился. Переставил вершу чуть подальше. Может, там более крупные лещи ходят. Заряжается плохо все. За весь день вот аккумулятор зарядился на 86% от нуля. За весь день. Хотя и солнце было с утра. В вершу я кладу такой вот ржаной хлеб. Батон подмосковный. Конечно, это не то же самое, что белый. Может, на него такие матерые рыбы и не идут. Но другого у меня ничего нет. Вот гречка стоит. Будет опять с лещом гречка, как князь Игорь ел, когда на половцев шел, чтоб мечам и пожарам, или то вещи Олег, ну неважно, они все ели такую пищу. Вот они, эти подлещики. Сейчас буду чистить, перерабатывать. Надо еще сходить за водой, потом еще отпилить пару вот таких вот. Вот здесь вот можно, кстати, заметить. Спил. Вот это силки пилил снизу, а это лучковая. Она чуть-чуть погрубее. Это прям такая гладенькая. Ну, в принципе, практически попал. И оно переламывается, не образуется вот этого вот, ну, куска. Так удобнее гораздо. Снизу, естественно, лучковой пилой ничего не перепилишь. Только сверху. Так что сочетание силки и лучковой — это хорошее дело. Вон там все эти бутылки плавятся, разрушаются. Все пни практически сгорели. Это все высохло. Да. Компот на месте. Облачность такая своеобразная. Вон я отпилил с помощью пилы-силки вот этот кусок. И потом вот это вот. Ну, может, я еще ее пополам распилю, чтобы проще было тащить. Да и неудобно мне такую здоровую в костер. Вот это, конечно, манит, так сказать, силой огня. Но пока я не придумал, как ее разделать. Лежит она не очень удобно. Ну, вот это всякая гадость, она, в принципе, тоже можно отрезать. Но зачем? Вон там бобры уже постарались. Вот общий вид на мой лагерь. Хорошо. Очень даже хорошо. Гречка сейчас сготовится, лук пожарю, рыбу пожарю. Вон и солнце выходит. За деревьями там оно. Пожарю рыбу с гречкой. Древнее блюдо поем. В трубу посмотрю. И радио послушаю. Что еще можно желать? Я не представляю. Палатка выдержала сильнейшие порывы ветра, не шелохнулась. Вот что такое пирамидальная палатка.
Самое интересное время. Скоро заход солнца. Оно низко стоит. И так вот подсвечивает. Камыши, которые еще желтые с того года. Вот. Удивительная красота. Я все-таки распилил здесь бревно. Притащил его. Вытащил. Вот теперь эти бревна лежат тут. С помощью силки пилы. Слушаю индусов. Какие-то священные гимны передают. Батареи уже не заряжаются. Сейчас пойду убирать. Чай. Вот, заварил чай. Пусть поднастоится немного. Эту решетку использовал в качестве подставки такой, чтобы чайник там надежней стоял. Ладно, пусть тут пока полежит. Вот эти вот лиственные породы заложил туда. Температура 13 градусов. Здесь компот, но я что-то его как-то слабо пью. Надо сейчас будет подналечь на компотик. Ну и осталось мне напилить еще две вот такие вот. И тогда можно в ночь уходить. Много дел сделано. Лещей этих я пожарил с гречкой, с луком. Вкуснота неописуемая. Все-таки князь Игорь знал толк в еде. В этих лещах. Понимал. Не дурак был. Поэтому половцев всех там разгромил. О, какая красота. Камыши подсвеченные. Только весной это можно увидеть. Лодка стоит. Скоро буду убирать. Уже сегодня вряд ли куда поплыву. Все-таки ветер. Там тоже светятся эти камыши. Солнцем подсвечены. А деревья только в самом верху вот уже. Солнце где-то там, в той стороне заходит. Облака сегодня были очень интересные. А сейчас, ну, тоже есть. Тут можно наслаждаться видом облаков постоянно. То такие, то сякие. Очень разные. Вот они какие. Видел сегодня каких-то птиц, типа цапли или что-то такое с шеей изогнутой. Может, это и есть выпь. Выпь тут живет. Она у-у, 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 у-у. И вот так вот постоянно. Как она такой звук издает, неизвестно. Ну, прикольно. Лягушки ей вторят. Концерт. Это не то, что в августе. В августе тихо, темно. А весной вот и выпь, и лягушки, и птицы ночные, соловьи поют, заливаются вовсю. Весна, весна, красота. Просыпается природа после зимы и готовится к новой жизни. Ну вот, к ночи готов. Отпилил 2 бревна. Ну, хворост еще с тех времен есть.
Чай заварен, сейчас еще заварю, наверное, а может и компот попью. Вот он тут, надо допивать. Там красоты. Трубу, наверное, скоро уже буду убирать. Вряд ли что я увижу. Вот сейчас я расскажу про свою лесорубную технику. В подробностях поясню все. Эх. Значит, какие у меня основные есть предметы? Пила 76 сантиметров Бахко по сухому дереву. Есть также у меня и по сырому, но здесь особой необходимости в этом не было. Если надо будет, заменю. Это как бы очень удобная, легкая пила. Я сделал ее так просто быстренько из того, что было, из сосновых досок. Вот, легкая, она весит, не знаю, грамм 200 там, наверное. Очень-очень легкая, но вот, к сожалению, вот здесь вот она где-то, да, вот здесь начала давать трещину, я так заровнял. Надо из более прочного дерева делать, какого-нибудь из дуба там, или из чего-то еще, в общем, из прочного дерева. Лучше из дерева, потому что есть из металла такие варианты, они тяжелее и очень звонкие во время пиления, то есть передается вот этот вот звук, будет раздражать. Вот, в общем, такая пила. Можно, в принципе, сделать ее на природе. У меня была мысль здесь сделать, пилу, заняться этим, но столько всяких хлопот, забот, что вот есть и хорошо. Потом уже приеду, я усовершенствую. Очень эффективная, очень здорово режет, пилит. В общем, это всем советую. 76. Найдете больше, берите больше. Они даже 90 есть. Потому что, когда вы пилите, не только длина руки, но еще и длина корпуса и длина наклона корпуса действует. Кроме того, если тут большое бревно, то получается, что у вас и если она короткая будет, вы просто не сможете нормально бревно пилить. То есть, чем больше, тем лучше. Минимум 76. Меньше это уже будет неудобно. Даже вот для такого размера бревен. Я уж не говорю про большее. Следующее. Силки Big Boy красная. Это 7 на 30, по-моему. Зубьев имеется в виду. Вот что это такое. Очень хорошая пила. Очень удобная. Вот я как пилю толстое бревно, лежащее на земле. Сначала рычагом, сделанным из сосновых ветвей, подопру. Снизу немножко силки пропилю, настолько, допустим. Потом сверху спокойно вот это и вот вжик, и все отпиливаю быстро. Вот те вот бревна, которые я показывал, каждое бревно, может 5 минут, там, может меньше, там 3 минуты. С передышкой 1-2 подхода, так вот, чтобы не совсем уж убиваться. В принципе, это легко. То есть это не какое-то там свершение. Вот я 2 бревна отпилил, это, я мог бы ее всю перепилить, эту сосну, но просто зачем мне? Завтра еще развлекусь. Вот, силки 36 сантиметров длиной, то есть вот, это 76, а это 36. Вот вы можете посмотреть. Существуют такие пилы и большей длины. Я думаю, что они тоже очень хорошие. Там Катана Бой или Генки Тимагари. Пила, вот я тоже о ней задумываюсь, 500 миллиметров. Катана Бой есть 650 и метр. Очень дорогие, нам, простым людям, это не под силу. Это очень мне была непростая покупка, но я все-таки решился на нее и не жалею. А там катанобой, еще что-то, это может другой жизни. В принципе, меньше, вот есть гамбой, по-моему, называется, и покетбой, но это очень маленькие пилы, они вот такие вот какие-то. Я уж не знаю, что им пилить,
я думаю, не очень практично. Ну, может, гамбой в какой-то мере, но вот считаю, что Big Boy это самое вот для наших условий, для леса, самое то. Осторожно надо с ней быть, чтобы пальцы не прищемить. Она чрезвычайно острая. Ну и так вот. Она весит, кстати, тяжелее, чем вот это вот. А весит она где-то, ну, чуть меньше 400 грамм, 300 там с чем. Дальше. Мачете. Мачете Трамантино 12 дюймов. Это, чтобы рубить всякие ветки, перерубать, что-то там отрубать. Очень удобно. Я ее подтачиваю, она остренькая, бреет волоски. Ого-го, какая мачете. Вот. И ей я рублю толщиной, ну, до 5, может, даже до 6. Ну, не знаю, там, с руку, короче, толщиной ветки сосновые сухие рублю на куски. Очень быстро, гораздо быстрее, чем пилой, там, и все такое. Просто бах-бах, и она сломалась. Все. Вот. То есть это, ну, весит она где-то так же, как примерно, как и Big Boy. Тоже около 300 грамм. Это вообще, там, может 100 грамм, может меньше, там, это сделано из разделочной доски. И здесь, соответственно, такой вот элемент фастекс, чтобы прикреплять ее вот сюда. Шпок, и пошел в лес. А так, чтобы она не мешалась. Дальше. Вот еще элемент лесорубный, как ни странно. Кевларовые перчатки, что всякие там с сучками, все занозистые, неудобные, колючие. Короче, чтобы руки свои не испортить, а руки в походе очень нужны, рекомендую вот кевларовые перчатки. Это тоже к лесорубному делу. Ну, или если соскочит пила, не дай бог, еще что-то. В общем, стоит иметь. И, наконец, самый гвоздь программы — это веревка. Вот, с помощью нее я тащу эти бревна. Потому что как бы там я не отпилил их, если я не смогу притащить, то какой смысл? Эта веревка 10 миллиметров, по-моему, может больше. Такая мощная. Много лет она у меня. Время от времени стираю ее в стиральной машине. Хотя она вот здесь уже стала махриться. Ну, может, заменю там когда-нибудь. Вот. Много лет служит. Офигительная веревка. С бревен я перетаскал немеренное количество. Ну и вот палка. То есть я не просто веревкой тащу, а вставляю в петлю палку и двумя руками. Опа! Опа! Ну там сзади или как. Большое усилие можно приложить очень. Ну, палка это на месте обнаруживается. Вот, их тут очень много. Вот. Так что вот такие вот лесорубные техники, позволяющие сделать мощный костер, который будет вот гореть часами. Вот этот костер у меня горит с 8 утра. Сейчас уже 10 час вечера. Вот он горит, горит, горит. И еще будет гореть, ну, пока я спать не уйду, потому что он там еще 2 бревна такие не слабые. Вот. Сейчас 11 градусов на улице. Я сижу, мне хорошо, тепло. Тут такой прям... И еще дым-то туда сейчас отгоняет ветер. То есть еще и в лицо дым не идет. Просто только одно чистое тепло. Красота. И все это вот такие инструменты. Так что я вам очень советую, если идете в поход там, где есть лес, берите с собой пилы. Топор, ну, можно, конечно, и топор. Но это, во-первых, надо уметь обращаться. Небезопасная штука. Вот я даже с мачете очень так аккуратненько обращаюсь. Потому что я понимаю, если оно соскочит мне по ноге, по руке, это уже поход превратится в серьезное выживание. А может и не выживание, если крупный сосуд перебьет. Несколько минут и привет. Вот. С пилой такое менее вероятно. Потом топор, ну, чтобы им вот такие вот разделывать стволы, это должен быть топор с головой весом от килограмма, а лучше поболее килограмма. Вот. Плюс еще рукоятка должна быть длинная такая, сантиметров 80. И тоже весом с полкило, а то и больше. То есть под 2 килограмма такое устройство. И вот представьте себе махать им вот
Но это надо иметь физическую силу изрядную. Намахаешься так топором, потом грохот, удары эти тоже привлекают внимание нежелательное. Ну а маленьким топориком такие бревна, ну сколько там, несколько часов надо тюкать, пока перетюкаешь. То есть топор это такая вещь, ну специфическая. Если человек умеет, если знает, если этот качественный топор лесорубный, то да. Но, на мой взгляд, вот по соотношению масса и эффективность пилы на первом месте. Вот. Заварил я чаек. Уже темнеет. Наверное, уже видно плохо. Буду пить чай, отдыхать, смотреть на огонь. Сегодня много дел сделал полезных. И леща жарил, и гречку варил. Много чего полезного. Нарубил дров, напилил, заготовил. Пережег тут всякие бутылки, которые люди альтернативно одаренные тут разбросали когда-то давно. Банку какую-то бросил в костер. Слава богу, отошел. Ну, железно. Вдруг бабах. То ли патрон там был, то ли что. Ну, прям выстрел был конкретный. Я уже думаю, так можно и пострадать. Что там вообще было, не знаю. Вот. Цаплю видел сегодня, даже двух, такие с изогнутой шеей. Кто это такие? Тут вот пролетали. Птиц много интересных. Хорошо. Ну, холодно и ветер. Вот такие обстоятельства. Но зато сдувает комаров. В этом есть свой плюс определенный. Ладно, буду слушать радио, отдыхать. Натрудился сегодня. День насыщенный. И интересный, и полезный. Да, жаль, что у меня нету камеры, способной передать вот в такое время, в сумерки, всю красоту того, что можно увидеть глазами. Очень жаль. Вот горит костер, работает радио. Репертуар там довольно однообразный, но приятная музыка. Вот это бревно, которое отпилил. Температура 9 градусов. Шина. Интернационал де Шина. Китайский интернационал. И такое небо красное. Градиент невероятный просто. Эх, жалко нет такой камеры. Вообще есть ли они? Ну, наверное, есть. Какая-нибудь зеркалка или беззеркальная камера с большой чувствительностью и с очень высокой стоимостью. Это не для простых людей, не для простых. Компот что-то плохо у меня пьется. Такой вот вид. Хочу, сажусь на пенек, хочу, сажусь на скамейку. Хочу, полежу вот там вот на коврике. В общем, вариантов развлечений очень много. Сейчас конфетки съем. Ну, есть, конечно, уже ничего не буду. Я вон почти целую кастрюлю гречки съел. И буду тут сидеть греться. Мороз. Ну, как мороз? 9 градусов. Не так, чтобы уж очень тепло. Возле костра хорошо. Такой я развел длинный костер. Нодья называется, по-моему.
Очень сегодня хорошо поел. С утра яйца вареные ел. А второй прием пищи был лещи и гречка. Ой, объелся этими лещами. Но настолько они вкусные, сытные. Все-таки вот как бы если так подумать, то щука, она, ну, по вкусовым качествам не выдающаяся рыба. Отнюдь не выдающаяся. Но зато сам процесс ловли щуки – это большое удовольствие. В то же время лещ, ну, я его на вершу ловлю, его, в принципе, на донку ловят. Ой, какой ужас. Китайские передачи. Вот так происходит. Во. Вот и музыка. То есть найти можно музыку. А тут это самое главное. Не будешь я слушать какие-то передачи на китайском языке. Мне это непонятно. Вот музыка, да, она всем понятна. Играет и играет. Костер горит, жаркий. Вот это вот бревно внизу. Ольха, что ли? Ну, какое-то дерево такое лиственное. Создает такую своеобразную вонь. То есть дым еще и ароматизированный такой. Ох. Такой едкий. Прикольно. Комаров нет. Ветер поменял направление. То дул отсюда туда и относил дым. А теперь дует наоборот. Отсюда сюда. Капусты немного осталось. Ну, газом я мало пользуюсь. В основном все на костре. Вот израсходовал один баллон за это время полностью. И второй где-то на треть, наверное. И еще один у меня есть. Куженкина купил. Передача из Пекина окончена. До свидания. О как. Из Пекина. Ну что ж, окончено так окончено. Эх, вот и ночь наступила. Попью чайку немного. Быстро надо пить. Только оставишь его, сразу остынет. Вот почему необходим термос. Я его заварил днем, и вот пью, он еще горячий. Ой. Эх, тоже скоро поход завершается. В целом прошел он хорошо. Много было всего интересного. Приехал я, было холодно. -2. Печь использовал, прям в палатке там готовил. Потом постепенно потеплело. Но зато начались комары. Такого количества комаров весной я тут не наблюдал. Просто жуткое количество комаров. Но по какому-то чуду я взял с собой накомарник. Когда собирался, такой думал, взять, не взять. Вроде комаров никогда не было в такую пору. Думаю, он легкий, маленький, в принципе. Возьму, мало ли что. И оказалось, что это просто спасение. Просто спасение. Так что накомарник надо иметь в виду. Потому что в отличие от репеллентов всяких, которые действуют какое-то время, он действует постоянно. То есть плотная одежда, непрокусываемая, перчатки, накомарник.
Ну, еще желательно сапоги, чтобы там вот не кусали в это, ну, в ноги, в общем. И все, и можно сколько угодно среди комаров там находиться и не обращать на них внимания. Так вот подумал, что же по снаряжению? В принципе, вот то снаряжение, которое у меня есть, полностью меня устраивает. Посуда, спальная система, ну, спальник, там коврик, что еще, пилы, вот эти все, нож. Нож сегодня точил, кстати, очень острый, прям вообще как бритва, бреет спокойно волоски. Вот, точильный камушек. В общем, все есть. Что бы я хотел усовершенствовать? Ну, конечно, я бы очень хотел камеру. Чтобы она была легкая, маленькая, легко заряжалась там в походных условиях от USB. И при этом обладала высокой чувствительностью и позволяла ставить хорошую оптику. Вот такую камеру я хотел. Ну, может, какой-нибудь EOS R, там что-нибудь вот такое. Но понимаю, что это очень дорого и вряд ли когда-нибудь получится купить. В наше время как бы есть заботы более важные. Может, какая-то другая камера, я не знаю. Но так, чтобы можно было запечатлеть вот красоту вот это вот в сумерках, когда недостаточная освещенность. Потом, ну, из более реального, я думаю, вот фонарь. Хороший у меня фонарь, я не помню, как он называется точно, но такой, не высшего качества, не какой-нибудь там Black Diamond или еще что-то. Китайский фонарь, к сожалению, не помню, как он называется. Такой, не совсем примитивный, среднего уровня. У него есть даже инфракрасный датчик, можно включить режим, что вот рукой махнешь, и он включается, выключается. Но я обычно не пользуюсь, потому что как бы надобности в этом особой нету. Я могу и так выключить, включить, когда требуется. Вот сейчас думаю, может быть, купить фонарь Сафирн. Маленький фонарь с сменной батарейкой, потому что, к сожалению, в этом фонаре, который я сейчас использую, батарейка встроенная. Может, его и можно как-то вскрыть и заменить, но все-таки это... Ну и потом иметь несколько батареек. Ну, что имеется в виду под словом батарейка? Литиевый аккумулятор небольшого форм-фактора. Можно таким образом иметь несколько этих аккумуляторов и в случае крайней нужды просто заменить и все. Вот я думаю насчет такого фонаря. Ну, из одежды меня все устраивает. Штаны синтетические. Вот эта вот курточка там, анорак, снаряжение. Тоже это все очень шикарно, прекрасно. Перчатки там. Ну, может, еще одни рыболовные перчатки куплю. Ну, это они 200 рублей стоят. Что еще? Всякие колющие, режущие. Ну, может быть, мачете как бы немножко другого типа, более мощный рубящий эффект. Вот сейчас заказал, мне сделали в Златоусте клинок. Я буду сам делать ручку, ножны там. Посмотрим, что из этого выйдет. Сам нож. Ну, этот нож очень хороший, но как бы можно двигаться дальше, сделать какой-то более изощренный там нож. Что же еще? Со спальником, ну, я им полностью удовлетворен. У меня китайский пуховый спальник. Вообще у меня спальников много там всяких. Но вот на такой случай я беру вот этот вот китайский пуховый спальник. Легкий, теплый, очень эффективный. Большой температурный диапазон. Вот и -2, и плюс там 14. Прекрасно. Посуда вся есть и очень меня полностью устраивает. Ну, может, еще вилку титановую закажу.
или ложку глубокую, потому что это все-таки такая мелкая ложечка, ей суп есть, ну, немножко дискомфортно. Ловилка, ложка-вилка. А как вилка она вообще никакая. То есть макароны есть можно, но это, прям скажем, не то, не то. Чайник. Ну, чайник может большего объема. Вот этот маленький, его 2 раза надо кипятить, чтобы заварить чай. Но это так все, ерунда, не принципиально. Термос хороший. Вот были бы титановые термосы. Наверняка ведь есть, но, наверное, тоже очень дорогие. И большого смысла нет. То есть так, в общем, снаряжение, даже трудно себе представить, чтобы... Ну, там одежду, конечно, она выходит из строя, заменять, да. Спальник, ну, может, как бы, если бы не было никаких ограничений, то, может, я какой-нибудь пуховый легкий спальник Мармот там бы купил или еще какой. Вот, чтобы он вообще совсем был компактный и очень легкий. Не знаю. Ну так, в принципе, это как бы рыболовные снасти, да. В основном я пользуюсь коротким спиннингом раскладным. Но у меня есть еще и джерковый спиннинг, еще составной там спиннинг. Вот, я ими мало пользуюсь, потому что сейчас тут что-то на спиннинг ничего не ловится. Удочкой все никак у меня не получается попользоваться. То ветер, то еще что. Катушки, ну да, в принципе, катушки у меня такие довольно древние. Ну, работают. Главное шнур. Шнур сейчас будет проблема. Заходил я в рыболовный магазин, посмотрел на то, сколько стоят шнуры. И понял, что как бы... Ну, короче, удручился я сильно, посмотрев на цену этих шнуров. Ну, что делать? Еще у меня есть запас шнура, может, еще на год, на 2 хватит. Но дело в том, что они деградируют, эти шнуры. Навечно-то их не хватит. Блесны, да. Ну, конечно, хорошие блесны, там, воблеры, все это хотелось бы. У меня воблер, вон, китайский, 100 рублей стоит. Очень эффективный. Вот 6 щук поймал. Но, правда, одну поймал я на вертушку, а остальные все вот на воблер, на этот. Хороший воблер. Радио тоже вот обновил приемник. Там был у меня Sanjin 808, ATS 808, а сейчас 909. Более старшая модель. Есть еще более, там еще более старшая XS какой-то там что-то. Но вот это вот просто чисто 909 считается даже лучше, чем более новый. И так оно и есть. Очень хороший приемник. Ловит хорошо. Много есть отзывов в интернете, что вот у него там чувствительность недостаточно. Я понял, в чем дело. У него какой-то глюк с гнездом. То есть, когда вот его родную антенну вставляешь, там действительно плохо ловит. А скорее всего там контакта нет. Вот когда я просто проволоку туда с помощью палочки вставил, офигительно все ловит. Просто надо найти такое положение. То есть вот с этим надо разобраться. Это какой-то незначительный дефект. Я, может, потом его раскручу, посмотрю, что там с этим гнездом. Ну, неважно. А так вот, если с помощью палочки и проволоки ловит, все прекрасно. Есть, конечно, может, еще и лучше приемники какие. Ну, вот Sony, например, говорят, очень хорошие. Но Sony, который существенно как бы, ну, имеет качество там по отзывам лучше, чем вот это, он уже и весит нормально. Это SV77 какой-нибудь. Ну, он уже такой будет увесистый, просто тоже уже куда это вес. Ну и стоит он тоже дофига дорого. Вот что бы я хотел действительно улучшить, так это трубу подзорную. У меня хорошая труба Nikon Field Scope. Ну, старинный, как бы, древний, первой версии. Ну, он очень эффективный. Качество там, но учитывая то, что это не ED-версия, то есть
не со стеклом с низкой дисперсией и с небольшим диаметром объектива 60 миллиметров, я представляю себе, какое изображение дает то, что с ЕД и с объективом большего диаметра. Это, наверное, просто космос. Я уж не говорю, это ладно, Nikon, а ведь есть, например, Swarovski, Carl Zeiss, такие вот есть производители. Ну, там цены, конечно, ну, то есть эта труба Swarovski сопоставима по цене с такой подержанной машиной неплохой. То есть это, об этом даже думать не стоит. Вот, может быть, я бы еще не отказался маленький бинокль. Ну, тоже какой-нибудь хороший, там, японский. Ну, там, 8-кратный, допустим. Чтобы он был очень легкий, ну, так с собой носить. И... Потому что вот все-таки 20-кратную трубу с рук можно смотреть, но там все-таки все это трясется. Лучше со штатива вот сел, там навел и уже наслаждаешься офигенской картинкой. А бинокль это так, что вот с собой как бы носить и быстренько взглянуть. Тем более, что бинокль, он дает объемное такое изображение. То есть маленький бинокль японский. Nikon, там, Pentax. Ну, есть, кстати, Canon бинокли со стабилизатором изображения. Ну, они такие здоровые, тяжелые, стоят тоже как чугунный мост. То есть, вот бинокль, возможно. Думал я также про прибор ночного видения. Ну, потом подумал, а какая в нем польза? Что я тут увижу ночью? Ничего ведь не увижу. И тяжелый он, и батареи там, и то, и все. И, в общем, это ерунда. Не нужно. Лазер. В принципе, неплохо. Можно было побаловаться, луч пускать такой, НЛО приманивать. Но, с другой стороны, приманишь его, а они потом этот похищение там, и потом еще что вскроют там. Ну, нафиг. Тоже, в общем, такая вещь. Пилы. Ну, считаю, что у меня с пилами все нормально. Единственное, может, побольше силки какую-нибудь подлиннее бы я хотел. Либо катанобой, либо еще какую, не раскладную, там, сугой какой-нибудь, или же еще лучше Генки Тимагари. Вот 500 миллиметров есть пила. Тоже стоит изрядно. Все в это упирается, что это вещи дорогие и такие как бы, ну, шило на мыло. Вот у меня Big Boy, я им пилю практически вот такие вот бревна толщиной, ну, 20 сантиметров там и более. И вот эта вот пила лучковая, Бахко, прекрасно. В общем, так вот даже трудно сказать. Все есть, все есть. Лодка вообще великая. Ну, насчет лодки что можно сказать? Конечно, она не скоростная. То есть на ней плывешь там. Ну, я посмотрел по навигатору. 3-4 километра в час. Вот такая скорость. Конечно, это несопоставимо с каркасной байдаркой. Там 10, может 15 километров в час на такой байдарке. Но вес. Поскольку я вожу все на себе, на поезде там, то байдарку весом 40 килограмм, ну, просто немыслимо с собой возить. Да даже и 20 килограмм. 3 килограмма вон это весит по крафту. Со всей приблудой. Плюс еще весло, еще около килограмма. Вот и пожалуйста. Хотелось бы, конечно, какой-то легкий каяк такой, чтобы у него скорость была побольше. Но, с другой стороны, ну, вес и неудобство. Так что, в общем, если размышлять про снаряжение, то постепенно, с годами, это ж не в один как бы раз, постепенно у меня образовался набор, который меня, в общем-то, удовлетворяет.
который позволяет вот так вот на природе жить весьма комфортно, хорошо. Не то, что там как-то трястись, там мучиться, еще что-то, выживать, преодолевать. Вот это я все не люблю. Не вижу в этом смысла. Когда 2 недели отпуск, год целый ждешь, и там что-то преодолевать. Нет, это не то. Может, люди, кто специально занимаются вот преодолением, кто вот получают кайф от этого, там имеют много времени и возможностей таких. Ну да, это определенное, как бы сказать, направление такое. А у меня какая цель? Приехать вот на озеро, проплыть сколько там подальше от населенного пункта, чтобы никаких там дискотек не было, огней каких-то там на горизонте, собак лающих, вот это все дерьмо. Вот, чтобы было тихо, ну, лягушки поют там, не знаю, соловьи поют, все вот это вот. Ну, или просто тишина. И в свое удовольствие тут побыть, отдохнуть, подышать воздухом, поспать нормально, поесть. Ну, при этом походить по лесу, там, может, сморчки какие-нибудь найти, там, не знаю, рыбки половить. Вот цель как бы путешествия. Поэтому все должно быть удобно, комфортно. Не то, что там, чтобы надрываться, затрачивать силы какие-то дикие, нечеловеческие. И так их нет, уже мало сил, мало. Ну, палатка, вот что про палатку скажу. Конечно, она у меня уже достаточно давно, несколько лет, вот 4, наверное. Ну, там и от печки прожженное отверстие, но я ремонтирую, она легко ремонтопригодна. Вот бы, может, попробовал какую-то немножко другую коническую палатку, пирамидальную. Там их много существует, разновидностей. Ну, тоже исключительно из силиконовой ткани. Может, какую более продвинутую посмотрел бы. Да, это вот можно подумать над этим. Потому что все-таки палатка, она тоже деградирует со временем, портится. Но пока это меня вполне устраивает. Вот дождь был, но я спал там все и даже и не заметил. Дождь, не дождь. Хорошо, ничего не отсырело. Все прекрасно было. Так что такие соображения. А так, конечно, здорово. Сижу вот у костра, пью чай. Сзади нереальной красоты градиент. Тени такие. А в небе звезды. В этом году НЛО каких-то таких прям явно выраженных не было. Ну, тут пару дней назад какие-то огни в небе перемещались. Ну, что это? Может, спутники там. Все-таки, когда НЛО, они двигаются необычным образом, скажем, или вот как-то вот по такой вот синусоиде, или, скажем, полетит, остановится, постоит, то раз вот так, потом вот так, то раз погаснет. И это вот тогда может думать, что это НЛО. А если оно просто равномерно вот так вот движется, это, скорее всего, какой-нибудь спутник. Ну или, как я тут видел, треугольный НЛО, это, конечно, был ужас. Висит в небе такой огромный черный треугольник, и на концах, на вершинах огоньки мигают. И висит часами, то есть я в 10 вечера заметил его, и до 2 часов ночи он на одном месте висел и мигал. Ну, это, конечно, было, да. Вот такое, это, как сказать, ну, НЛО, что надо НЛО. Но сейчас такого я не видел. Сейчас такого нету. Но это же, конечно, не каждый. Может, раз в жизни такое доведется увидеть, да и то не всем. А тогда я 2 дня подряд подобное видел. Ну, там вообще был какой-то год странный. Они летали прям... Я сидел такой, но там, не знаю почему, вот просто вот в определенное время начиналось представление в небе.
То огни какие-то, то вот так перемещаются, то вот они сближаются, удаляются. Что это было? Ну вот было так. А что было неизвестно. Ладно, буду пить чай, отдыхать. Может, еще радио послушаю, а может и нет. Потом, уже когда спать пойду, вот я слушаю радио польское на частоте 225 килогерц. Длинные волны. Ох, какое качество звука. Там концерты передают. Я в спальник залезу, упакуюсь, выключу свет, потому что когда фонарик работает, свист, там в нем преобразование, видимо, происходит, и тоже какой-то помехи какие-то. Выключу фонарик, включу радио, и там концерт. Послушаю минут 15-20 и спать. Вот так вот проходит время.